Иногда мы сердцем понимаем, что с нашими отношениями уже что-то не так, но умом все равно упорно отказываемся в это верить, а стоило бы прислушаться. Как научиться слушать себя? Почему человек может вообще оказаться в такой ситуации, где понимает, что что-то сложно себя послушать, почувствовать? Дело в том, что мы сейчас все абсолютно живем в бешеном ритме жизни. Люди в мегаполисе это хотя бы понимают, потому что вокруг он бешеный, и ты как бы понимаешь, раз я в такой обстановке, наверное, я живу в бешеном ритме жизни. Но даже люди, которые, где-то там в провинции, в небольших городках, при наличии интернета все равно живут в бешеном ритме жизни. Почему? Когда мы даже в интернете просматриваем какие-то картинки, которые мы свайпаем одну за другой, ТикТок особенно, где ролики по 15 секунд, ему наше внимание вот так, вот так. Вот это наблюдение за большим количеством контента в интернете, там статьи перелистываем одну за одной, вырабатывает у нас в теле слишком большое количество дофамина. Дофамин – это такой нейромедиатор, проще говоря, гормон, который, знаете, как ощущается? По типу такого возбуждения радостного, это приятно. Такое желание, сейчас что-то сделаю, сейчас что-то сделаю. И наше тело привыкает жить в завышенной дозе вот этого дофамина. И тогда нам становится в жизни сложнее добиваться своих целей. Нам становится сложнее на чем-то фокусироваться, и в том числе мы сложнее чувствуем себя. Абсолютно все психологи, телесные практики на вопрос, как почувствовать себя, дают один и тот же ответ. Я вам тоже его сейчас дам. Для того, чтобы почувствовать себя, нужно замедлиться. Если вы правда хотите научиться слушать себя, попробуйте замедлиться. Как это сделать? Попробуйте какой-то промежуток времени ежедневно тратить только на себя, без общения с другими людьми и без социальных сетей, телефонов, гаджетов. Просто я, просто мое тело, просто мои мысли, просто мои чувства. И немножко это попрактиковав, вы начнете замечать, что ваше тело начинает вам откликаться и давать какие-то сигналы. Просто раньше до вас было стучишь, не достучаться. Тело в какой-то момент думает, да что мне стучаться ей, говорить о том, что я хочу, чувствую, что вообще со мной происходит, если она меня не слышит. А тут, когда вы замедляетесь, тело начинает замечать, что вы готовы его услышать в этот момент, и он начинает давать вам какие-то сигналы. У вас начинает развиваться чувствительность. Плюс еще помогает наблюдение. Как это сделать? Идете просто по улице и даете себе такую задачу, ставите, даете себе такое задание. Я сейчас буду просто наблюдать, что меня окружает. Идете и смотрите. Дерево, листик. Какой листик? Красивый, мне нравится. Лужа на улице, грязная такая, не нравится мне. То есть, понимаете, сначала замечаете что-то, что вас прям окружает каждую секунду, а дальше спрашиваете себя, что я чувствую по отношению к этому. Нравится мне, не нравится. Что я чувствую сейчас, мне тепло или холодно. То есть научиться слышать себя – это навык, который мы теряем в современном мире из-за того, что мир очень быстрый, слишком быстрый для нас. Наше тело начинает перестраиваться и не успевает за этим, мы теряем чувствительность в этой гонке жизни. И мы теряем этот навык. И его очень полезно возвращать себе, развивать, потому что, собственно, вся психология про это. Научиться слышать себя, потому что быть к себе бережным, а это супер важно, можно только когда вы хорошо слышите себя, свои потребности, свои желания, свое состояние.